Я приветствую всех, кто заглянул на канал Астро Испирационе. Астрологический планетарный прогноз на 2025 год для представителей всех знаков зодиака. Итак, какие перемены готовят нам звезды? 2025 год – важный год для каждого из нас, поскольку основные направления и желания года будут связаны с тем, что мы лично хотим осуществить. И это и сфера достижений, и здоровых амбиций, возможные для кого-то переезды, смена места жительства и, конечно, личная жизнь и вопросы семьи и пары. Несколько важных планетарных транзитов будут менять сценарии, а вместе с этими сценариями будем меняться и мы. Сатурн и Нептун – главные герои и руководители нашей трансформации, и 30 марта Нептун входит в знак Овен. Затем вернется в Рыбы, словно на прощание, ведь в Рыбах ему было максимально комфортно, поскольку этот знак его обители, где он провел 14 лет. И затем окончательно вернется в Овен в самом конце января 2026 года. Для нас это означает кардинальная смена энергии эпох и преобразование в социальной жизни, в коллективном сознании. Некоторая смена приоритетов и, возможно, даже коррекция менталитетов. Сатурн перейдет в Овен 25 мая, а затем вернется в Рыбы 1 сентября. Окончательно вернется уже в Овен в феврале 2026 года. Эти две планеты будут идти близко друг к другу. С учетом совершенно разных энергий этих планет, они периодически могут создавать для нас метаморфозы. Сатурн – это порядок и структура, власть, четкость форм и материальный мир. Все то, что мы можем осязать. А Нептун – это как раз наоборот, отсутствие четких границ, интуиция, мечты и мир духовный. И многие подчеркивают, что как раз 2025 год – это как союз возвышенного и земного, союз материи и духа. Нам будет предложено расширить собственные границы духовного знания, чтобы трансформировать их в мир материальный, научиться верить в мечту и доверять своему шестому чувству. Наши принципы будут пересмотрены. Наши убеждения по поводу границ о добре и зле, о том, что правильно, неправильно, ложно или истинно, будут сопровождаться ломкой шаблона, после чего нам придется отказаться от прежних ложных убеждений, в которых мы были совершенно уверены. И это необходимо сделать, чтобы открыть для себя новый путь. Путь в изменившейся реальности, открыть для себя истину. Несомненно, 2025 год эволюционный. Но прежде чем мы сможем переформатировать себя, нам придется не раз столкнуться с нашей собственной тенью, страхами, иллюзиями. Лунные узлы в 2025 году будут меняться. И если прежде ось узлов располагалась на оси Овен-Весы, то теперь мы будем в энергиях оси Рыбы и Дева. С учетом, что северный узел будет в знаке Рыбы, нам придется задуматься о чем-то более важном, чем материализм, и многие вопросы пересмотреть с позиции ценности и цена. Южный узел в Деве заставит пересмотреть способ общения и сам по себе мыслительный процесс с позиции новых ценностей. А северный узел в Рыбах предложит услышать отчетливо голос нашей собственной души, научиться по-новому ценить сострадание, интуиция, сочувствие и прощение. К концу года мы будем более отчетливо понимать, что мысль материальна, а старые шаблоны не работают. Мир мечты, эмоций и чувств важен не менее, чем конструкции сознания и опыта. Юпитер, планета радости, оптимизма и удачи, 6 июня переходит в знак Рак. Знак, символизирующий семью, дом, корни и прошлое. И мы в течение года с момента этой даты переключим фокус нашего внимания на наших любимых и близких. Нам захочется по-новому организовать или улучшить быт. Воображение и вдохновение может достичь высшей октавы, принося нам и нашим близким больше чувственности, душевного тепла и внимания. Уран, инновационный управитель преобразований, входит в знак Близнецы в июле и пробудет там
вплоть до первых чисел ноября 2025 года. Революционные перемены будут нас вынуждать пересмотреть способ общения, передачи и получения информации, затронут даже технику речи и мышления. Очень символично. Ведь Плутон, который кардинально меняет все фишки, находится в знаке Водолея, а правящая планета Водолея – это Уран, двойная необходимость принять новую реальность, изучить новые технологии и идти в ногу со временем. На своем пути Уран образует трин с Плутоном, внося что-то конструктивное новое в жизнь каждого из нас. Особенно прочувствуют это знаки Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы первой декады. Плутон, планета перемен и важных преобразований, продолжит свой путь в знаке Водолей, принося в нашу жизнь открытия в сфере новых технологий и инноваций. Могут меняться системы обучения и социальные структуры. Система ценностей будет пересмотрена в сторону реальности от прежнего макета, к которому мы все привыкли, но он уже не работает. В конечном итоге раскрытие индивидуальности, личного потенциала, нового вкуса свободы. Давайте рассмотрим, что обещают звезды для каждого из знака зодиака в отдельности. Проведем с вами несколько минут вблизи у камина и поразмышляем, сверим наши планы с расписанием звезд. Представители знака зодиака Овен, здравствуйте, мои дорогие! Гороскоп на 2025 год. Планетарный гороскоп. В 2025 году вы оказываетесь в центре событий и перемен. Плутон в Водолее будет оказывать вам всяческое содействие и поддержку, чтобы преодолеть самого себя и осуществить свои самые смелые замыслы. Сатурн и Нептун в вашем знаке, Юпитер в Близнецах до июня 2025 года. И это все во благо. Для решения вопросов в личной жизни, для самореализации и нужных согласований на высоком уровне. И все же, начало года непростое. Будет ощущаться усталость. И даже то, что вас прежде цепляло или заставляло брать реванш, теперь выглядит как утомление от всяческих реваншей. И это к лучшему, поскольку некоторая перезагрузка, смена энергии вам необходимы. В течение года вы, возможно, не раз поменяете методы, поэтому и начало года лучше расценивать как возможность привести себя в соответствие со своими личными целями. Это необходимое время для подготовки нового этапа созидания и перемен. Но уже 19 апреля Марс во Льве вернет вам решимость и воинственный дух, упорство, энергию и психологическую силу. Рожденные в марте будут более решительно настроены закрыть главы прошлой жизни, и попутный ветер судьбы расправит паруса возможностей. Сатурн и Нептун в Овне в течение лета объединят свои силы, чтобы вы могли добиться важных внутренних и внешних изменений, которые во многих случаях уже нельзя откладывать. Любовь и личная жизнь. С февраля по апрель 2025 года Венера находится в кольце покоя в вашем знаке зодиака. Для вас это время может закрутить вас в вихре эмоций, страстной любви, окончательно разобраться с бывшими или красиво уйти из перспективных отношений. В части новых знакомств это могут быть те отношения, которые после бурного романа не закончатся длительным продолжением, и наоборот, в тех отношениях, где была легкость и ни к чему не обязывающий флирт, может состояться душевное партнерство, дружба и много добрых эмоций. К этому кольцу покоя Венеры добавляются энергии Нептуна с конца марта в вашем знаке зодиака. Нептун будет усиливать эмоции, романтику, интуицию, но иногда создает иллюзии или безответную любовь. Но в тандеме с Нептуном будет еще и Сатурн с конца мая и до конца августа. Это планета порядка, организации и реальности. Сатурн заставляет оценить истинную картину вещей. В практическом плане вам, возможно, придется изменить некоторые отношения, увидеть, какую иллюзию вы создаете себе и какую правду о себе важно знать. Эти энергии будут означать период внутренней трансформации, когда придется отпустить старую версию себя,
прежний сценарий жизни, который, возможно, и строится на ваших желаниях, но до конца не продуман и неосознан, и из-за этого вы уже не раз сбивались с пути. Кому-то из вас придет любовь с большой буквы, и в целом для вас будет много возможностей познакомиться с кем-нибудь в 2025 году. Работа, самореализация, социум в 2025 году немало добрых возможностей откроют для вас. Вы полны решимости создавать или развивать свои проекты. Никогда не сдавайся, продолжайте идти по этому маршруту. Вы находитесь на правильном пути к успеху там, где многие другие потерпели неудачу. В 2025 году вы в лучшей форме, чем когда-либо. С самого начала года у вас очень много проектов. Великая мотивация движет вами вместе с жизненной силой в тандеме. Вы присутствуете на всех фронтах, ничто не может вас остановить. Вы решительны и упорны. Мои дорогие овны, будьте осторожны. В чем-то вам, не удастся найти баланс. Это чувство может несколько дезорганизовать вас, поэтому прислушайтесь к себе. Поддерживайте физическую форму и оптимизм. Социальная атмосфера вокруг вас царит комфортная, но после лета вы можете почувствовать, что некоторые люди вам особенно неприятны. И этот факт может побудить пересмотреть свое окружение, а от некоторых вы точно тихо дистанцируетесь. У вас будет свой круг единомышленников, на которых вы сможете положиться, и будут искренние друзья, которые вас поддержат даже в самых сложных ситуациях. Будьте счастливы, мои дорогие представители знака зодиака Овен, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Телец, планетарный гороскоп на 2025 год. В 2025 году, мои дорогие тельцы, вы осторожны и решительны одновременно. Ничто не может остановить вас. Посвятите вашу активность успеху очень важного проекта или тому, о чем вы всегда мечтали. И пусть этот год не назовешь все же для вас безмятежным и простым, но цепляйтесь за все возможности, которые у вас появляются или вам предлагают. Большое видится на расстоянии, и не всегда вам будет казаться, может быть, корректным то или иное предложение. Не всегда вам будет что-то нравиться, вам захочется сделать что-то совершенно наоборот. И здесь будет важно не торопиться и себя, возможно, в чем-то остановить от необдуманных действий или от вынесения вердиктов. Не будьте чересчур категоричными. Если у вас возникают сомнения на протяжении года, то они не продлятся долго, помните это. И эти энергии будут вами ощущаться практически с января месяца. И вы очень быстро берете бразды правления все равно в свои руки. Весенний период, личные и профессиональные проекты будут еще больше радовать вас. Успех по нарастающей постепенно приходит к вам. Любовь и отношения. Год начинается с хорошего настроения, красивых обещаний. Возможно, грандиозные признания, заявления, построение планов на будущее. Вы один из самых надежных знаков зодиака, и звезды искренне желают, чтобы Телец был счастлив. Вселенная предложит вам возможность реализовать какой-то свой любовный проект. В течение года властвуют очень гармоничные энергии для вас, мои дорогие тельцы. И некоторые минусовые нюансы совершенно не испортят общей картины счастья. В 2025 году многие проекты, которые связаны с семьей, с домом или жизнью пары, обязательно будут успешными. Для тех, кто долгое время ждал важного и решительного шага со стороны любимого человека, этот год можно считать годом приятных сюрпризов. Вас могут вдохновить чувства человека и желание романтики. Подобный тандем помогает раскрыть свой потенциал и почувствовать себя счастливым и любимым. У вас будут дружеские связи с новыми людьми, в которых вам захочется проявить себя более активно. Многим нравится ваша компания. Вы можете быть приятно удивлены щедростью и вниманием близких. Однако в течение лета вам, скорее всего, захочется выяснить, насколько ваше окружение искренне. И некоторые отношения вы можете пересмотреть досконально, чтобы ответить самому себе на некоторые вопросы.
Осенью могут быть новые знакомства и много контактов. Но вопрос, насколько же щедры по отношению к вам те люди, в адрес которых щедрость проявляете вы, будет главным вопросом года. Невольно разные обстоятельства вам будут напоминать, что игра в одни ворота должна быть завершена вовремя, чтобы не было разочарований. Для рожденных в апреле есть определенное предупреждение, которое связано с транзитом Плутона в Водолее. Внимание, мои дорогие тельцы! Вы можете встретить очень притягательного, интересного, харизматичного и соблазнительного партнера, наделенного огромным обаянием, притяжением, но обладающего темной стороной. Дела, работа, бизнес. 2025 год – благоприятный год, наполненный новыми целями и возможностью их реализации. Юпитер, который переходит в июне в знак Рака, открывает позитивный жизненный этап баланса в профессиональной и сентиментальной панораме событий. Дела, работа, достижения, личные проекты и любовь – время гармоничного сочетания таких разных, казалось бы, энергий. Ваше душевное состояние будет более оптимистичным. Вы прочувствуете, как важно иметь добрый душевный настрой и положительной, доброй энергии перемен в личной палитре взаимоотношений с вашими людьми, любимыми людьми, с близкими. Все это создаст необходимую основу уверенности в ваших собственных силах. А стечение удачных обстоятельств поднимет вашу самооценку и подарит необходимые периоды для безмятежного спокойствия и приведения мыслей в порядок. Все это скажется наилучшим образом на ваших амбициозных планах и профессиональных взаимоотношениях. Юпитер будет защищать вашу работу, учебу, финансовый сектор с июня месяца. Особенно благоприятно в этот период позволить расширить горизонты собственных возможностей. Это прекрасный период рассмотреть новые сферы дохода или занятости, совершать или готовиться к переезду, или рассмотреть работу, которая позволяет вам и путешествовать, или работать за рубежом. Для тех, кто ищет более стабильную работу или экономически более выгодную, будут возможности и остаться довольными добрыми энергиями и добрыми переменами. Но, конечно, это предусматривает нашу активность, поиск, работу с информацией. Но кто захочет и поставит перед собой цель, обязательно осуществит ее. Особая сфера благоприятных перемен для тех, кто работает в интернет, или ваша работа, когда связана с освоением новых технологий, или с большим объемом информации, или когда вы поставите перед собой задачу стать популярным, или вы пишете книги, или вы креативите, может быть, среди вас очень много творческих людей, вы пишете картины, создаете музыку, и здесь для вас зеленый свет, какое-то прекрасное будущее и очень благоприятные перспективы может открыть 2025 год. Придут и признание, и популярность. Многие честолюбивые планы могут быть реализованы. Многообещающий и поистине судьбоносный 2025 год может быть несколько непредсказуем для тех, кто родился в первую декаду знака. Это для тех из вас, кто рожден в апреле. На вас будет оказывать влияние Плутон, как, к примеру, в виде контрактов, которые вам нужно правильно оценить, или в виде контактов со сложными или непредсказуемыми людьми, или персонами, имеющими и претензии, и власть. В конечном итоге это предусматривает наиболее полное раскрытие именно вашего потенциала и некоторую миссию лично для вас. Вы можете изменить свои планы в связи с тем, что на горизонте может появиться какое-то очень важное задание, или встанет вопрос о выборе. Транзит Плутона в Водолее говорит о том, что для тельцов первой декады знака должна завершиться трансформация ваших целей и устремлений. Вам не захочется заниматься тем, что не соответствует вашей жизненной позиции или цели. Вам будут предложены некоторые темы, которые станут доминирующими в ближайшие годы. Но в 2025 году это особенно прочувствуют те тельцы,
которые опять же родились в первую декаду знака или в апреле. Общий фон профессиональной палитры в 2025 году пройдет в хороших отношениях. Сатурн для всех вас, мои дорогие тельцы, это гарантия рациональности, дальновидности и упорства. Хороший год для продвижения, реализации проектов, которые у вас уже есть в разработке, или для получения важного контракта. В осенний период планеты действительно помогут вам выложиться где-то на полную и достичь определенного статуса, потому что две важные планеты статуса и власти, Юпитер и Сатурн, помогут достичь важной цели, изменить таки свой статус, закрепить отношения или найти новую любовь. Будьте счастливы, мои дорогие тельцы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Близнецы. Планетарный гороскоп на 2025 год. Юпитер, сопровождающий ваш знак с прошлого года, продолжит оказывать поддержку. Будут усилены не только такие качества, как уверенность в своих силах и оптимизм, но с учетом, что Юпитер с середины года будет сопровождать вас во втором доме вашего гороскопа. Это тот дом, который отвечает за деньги и финансовые возможности. Так вот, эти самые возможности, материальное воплощение ваших желаний, они уже не за горами. Помимо Юпитера, Сатурн в период с июня по август проведет короткий период в Овне. И для вас это означает время некоторой передышки или душевного спокойствия и баланса. Звездное расписание настоятельно формирует для вас период отдыха, необходимый, поскольку в сентябре вам предстоит сыграть последний аккорд в завершении прежнего жизненного этапа. Будут некоторые вопросы, которые потребуют от вас и настойчивости, и организации. Особенно прочувствуют это близнецы последней декады знака. Последняя часть года – возможность изменить некоторые ситуации и оставить прошлое позади. А соединение Сатурна и Нептуна в Овне, активное в летний период, предлагает ощутить новый вкус свободы и открыться будущему. И в 2026 году, когда Сатурн окончательно перейдет в знак зодиака Овен, вам будет значительно легче осуществить многие ваши амбициозные планы и достичь желанных целей. Плутон и Уран – две непредсказуемые планеты, и тем не менее они будут на вашей стороне. И если вы имеете желание измениться и изменить свою жизнь, они вам будут оказывать всяческое содействие. Они помогут вам сделать инновационный, качественно новый прыжок в будущее. И основная цель – быть счастливым. Любовь и отношения в 2025 году. Это будет весьма вдохновляющий год, полный романтики, легкости на подъем, страсти и новых знакомств. Вы ощутите, что энергии этого периода складываются для вас в сторону новых интересов, а переход Венеры в знак Овен в феврале будет весомой поддержкой в чувственных вопросах любви, вдохновения и искренней эмпатии. Этот год вернет страсть даже в несколько унылые отношения или поможет перевести прекрасные эмоции с новым человеком в надежные отношения. Сатурн, который с конца мая до конца августа впервые появится в знаке Овен, окажет благоприятное воздействие на укрепление союзов и данных обещаний. Однако для тех, кто родился в третьей декаде знака, будут несколько другие энергии. Вам будет предложено отнестись к вашим отношениям с большей ответственностью или всерьез задуматься о продолжении таковых, если чаша любви испита до дна. Дела, работа, бизнес. Прогресс достижений в 2025 году будут определять не только Сатурн и Уран, но и на вас будут оказывать влияние затмения. Некоторые из этих изменений можно назвать непредсказуемыми, и, возможно, вам не раз придется корректировать свои планы. Но это будет означать постепенный прогресс к важным основополагающим изменениям. В 2025 году, какие бы перемены не приходили в вашу жизнь, помните, в долгосрочной перспективе они окажутся более чем положительными. Здоровые честолюбивые амбиции, переезд,
изменение направлений в бизнесе, смена профессии, новые цели, возможно, все. Уран в период с июля по ноябрь будет направлять вас сделать первые шаги к большей свободе и автономии. Таким образом, в вашей жизни наступает по-настоящему насыщенный событиями этап, который может быть связан с переменами еще и в личной жизни. В результате вам придется выйти за рамки принятого и стандартного. Однако для тех, кто родился в третьей декаде знака, нужно проявить больше осторожности и все же не рисковать. Вы можете столкнуться с представителями власти и налогово-фискальными силами. Уран может свидетельствовать о колебаниях курса, поэтому ограничивать ненужные расходы и импульсивные покупки определенно стоит на протяжении всего года. 2025 год останется для вас годом перемен, каких-то очень важных свершений, когда вы поверите в свою мечту, когда вы поверите в самого себя, когда у вас будут осуществлены, возможно, те намерения и цели, которые долгое время пробуксовывали, или вы, может быть, даже где-то успели разувериться. Вселенная, пространство покажет, что мечты могут и должны сбываться. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Рак. Планетарный гороскоп на 2025 год. Ваш выход на авансцену, дорогие представители знака зодиака Рак. Пришло время реализации собственных честолюбивых планов. Уделить внимание и время масштабированию ваших проектов. Открыть новые горизонты. Юпитер войдет в ваш знак зодиака в начале июня и останется там и в вашем первом доме гороскопа на год до июня 2026 года. А затем Юпитер пробудет еще год, находясь во втором доме вашего гороскопа, который отвечает за ваши финансы, вплоть до июня 2027 года. Поэтому приветствуйте свои намерения и мечты. За 2 года вы сможете не только продолжить прежние проекты, но и начать что-то новое и даже грандиозное, что в последующем сумеете переложить на финансовую основу и реализовать. И в связи с этим, если первая половина 2025 года ожидается более спокойная, то ожидайте, начиная с летнего периода, новых возможностей и предложений. Это может быть прелюдия перемен в профессиональной жизни или в сентиментальной. Однако Юпитер может преувеличивать существующие ситуации, поэтому будет важно мыслить позитивно, чтобы не создать для себя мысленно патовых ограничений. Сатурн будет вашим союзником, а значит, вы сможете вдохновиться правильно сделанным выбором в прошлом. Сатурн перейдет или пройдет через знак зодиака Овен с конца мая и по конец августа и будет в тесном контакте с Нептуном. Этот двойной транзит для рожденных в июне не останется незамеченным. Обе планеты способны вызвать сомнения, противоречивые эмоции, но все это ведет к вашей глубокой внутренней трансформации. И действительно, ситуация выбора может заставлять вас чувствовать себя несколько неуютно, но это неизбежный этап перевоплощения. Как только выбор вами будет сделан, все события пойдут с более правильной ноги. Любовь и отношения. Поддержка Сатурна и Урана обещает стабильность, удачный выбор и позитивные перемены в целом. Созидательный год для создания нового качества жизни. Уран поддерживает новый взгляд на отношения, а Сатурн предлагает возможность рассмотреть и начать длительное и надежное партнерство. Юпитер, в свою очередь, может восстановить забытые эмоции, которые могут трансформироваться в искреннюю любовь и желание проживать новые радости и впечатления. Однако кульминационным периодом может стать период сентября. Транзит Юпитера с Сатурном создаст временной промежуток, когда, будьте внимательны, 1000 дорог сойдутся в одной точке. Это может стать временем создания новой реальности. За это время вы можете укрепить отношения или перейти на следующий жизненный этап. Рожденные в первую декаду знака могут переживать и взлеты, и падения.
А летом Сатурн и Нептун в Овне могут продемонстрировать кульминацию, которая приведет к внешним и внутренним переменам. Перемены однозначно будут. И даже если в вашей жизни происходит некоторый шторм, помните, что пришло время пересмотреть отношения или подумать о каких-то проблемах, но ни в коем случае не замалчивать эти вопросы, а начать их решать. Дела, работа и бизнес. В конце марта 2025 года ваша профессиональная палитра начинает меняться. Вас ждут метаморфозы в работе и самостоятельности, действий, в амбициозных планах, и чтобы справиться наилучшим образом, придется понять, какие же приоритеты соответствуют именно вам, что вас окрыляет, а что ставит в тупик. В период с июня по август вы можете чувствовать большую усталость. Иногда работа будет требовать полной концентрации и самоотдачи, что может вылиться в сомнение, а так ли мне все это нужно, действительно ли это является смыслом моей жизни. Скорее всего, вы оттолкнетесь не от извечных вопросов, что делать или куда я иду, а куда я не пойду, куда я не хочу идти или что я не буду продолжать. И прежде чем мы понимаем, чего же мы хотим, мы четко осознаем, чего больше мы не хотим, чтобы продолжалось. Используйте эту самую точную формулу жизни, чтобы привести мысли в порядок. Соединение Нептуна и Сатурна представляет собой несколько сложный переход. Но согласитесь, нет смысла заворачивать в красивую обертку сложные темы или спорные отношения. Период 2025 года – это возможность уйти от тех ситуаций, которые более не вдохновляют вас, не служат прогрессом, превратились в надоевшее бремя и не открывают новых горизонтов. Не бойтесь перемен, бойтесь рутины. Не бойтесь шторма, остерегайтесь штиль. Юпитер с июня будет проходить через ваш знак зодиака, внося в вашу жизнь новые сценарии. Приятное будущее, которые могут трансформироваться в прочную реальность, если вы приложите правильные усилия и не испугаетесь перемен. Будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие. Представители знака зодиака Лев. Планетарный гороскоп на 2025 год. Отличный год, когда открываются новые интересные горизонты, появляются альтернативные возможности на фоне позитивной энергии Вселенной для вашего знака зодиака. Настроение будет оптимистичным, и вокруг вас создаются множество вдохновляющих вещей тем, чтобы быть оптимистом. Юпитер будет вашим союзником до июня. Венера перейдет в благоприятный аспект в феврале, и до апреля вы окажетесь в удачном положении воплотить свою длинную мечту в жизнь. Внимание, мои дорогие львы! Особенно сентиментальная сфера может изменить ход ваших намерений и целей. И первая половина года – волшебное время. И если вы не нашли еще партнера или находитесь в сольном варианте и ищете любовь, возможно, весной вы встретите такого важного человека. Транзит Сатурна вместе с Нептуном образует трин к вашему Солнцу в летний период. Этот транзит указывает на то, что у вас будет возможность добиться того, на что указывают как раз ваши желания. Уран, который станет вашим союзником в июле, будет сопровождать вас долгие годы, стимулируя широту взглядов, стремление к свободе и автономии. Любовь и отношения. 2025 год приятных сюрпризов в вашей личной жизни. Венера в Овне в период с февраля по июнь с недолгим реверансом в знак зодиака Рыбы в апреле вдохновит пережить приятную фазу в отношениях и любви. Это будет выражаться в большем внимании, соучастии партнера к вашим чувствам и делам, а также повышенным влечением. Для тех, кто один, это время возможностей встретить новую любовь, создать новые отношения. Венера – планета любви и красоты, окутает вас обаянием, харизмой, одновременно защитит ваши проекты, подарит вам немножко больше удачи, а также даст вам возможность разрешить старые проблемы и разногласия. Юпитер до июня стимулирует желание обновить себя,
выразить свою харизму, чтобы сиять, мои дорогие. Вот сияйте, вам планеты будут способствовать. Вы будете в согласии с вашей душой, с той творческой частью вас, которая знает, как вселить энтузиазм в других. Это будет сильная и правильная позиция самовыражения, которая поможет привлечь нужного человека в вашу жизнь. С конца мая до конца августа Сатурн будет в Овне. Это короткий, но значимый транзит, который обещает стабильность, конкретные решения для создания длительного и благоприятного климата. Доброе небо 2025 года может иметь, конечно, и облака, которые периодически будут появляться от Плутона в Водолее. Это может выражаться в интенсивных эмоциях, в ревности и в чрезмерном собственничестве. Дела, работа, бизнес. С Юпитером на вашей стороне до июня приходят лучшие условия. Объединив энергию с дальним видением вещей и перспектив, вы сможете больше. Для вас важно бороться за то, во что вы верите, что актуально в моменте здесь и сейчас, а также видеть, что ваши заслуги оценены по достоинству. Важное признание. Если вы ищете большой известности или успеха, Юпитер вам поможет проложить необходимый фарватер, подчеркнет ваши лучшие качества, защитит работу, учебу, приложенные усилия, путешествия и общение в целом. Юпитер также сигнализирует о возможности встречи с ключевым партнером, способным открыть вам двери либо работы, или построить карьеру. Меркурий с 27 июня по 2 сентября остановится в вашем знаке, стимулируя ваши таланты. В этот период, особенно если вы занимаетесь фрилансом или вы предприниматель, у вас есть личное дело или вы хотите монетизировать свое творчество, так вот в этот период вы сможете создать удивительный продукт своего вдохновения, поскольку само вдохновение будет особенно откликаться на воплощение в реальной жизни. Или кто-то из вас, вполне вероятно, может всерьез задуматься о работе на самого себя. Уран, который будет находиться в Близнецах с июля по ноябрь, даст вам хороший инновационный импульс. И пусть этот транзит короткий, на 2025 год, однако он способен стать отправной точкой нового маршрута на долгие годы. Поэтому будьте внимательны к подсказкам своего шестого чувства в этот период. Для вашего самовыражения и самодостаточности на последующий период будет важна именно самореализация. Не работа ради таковой или ради финансов как необходимость, а когда вы видите воплощение ваших планов в реальной жизни. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Дева. Планетарный гороскоп на 2025 год. В 2025 году, мои дорогие девы, вам категорически запрещено хандрить. Гоните прочь грустные мысли на тему «у меня не получится» или «а почему опять это происходит?». Как бы странно это ни казалось, но именно то, что вы думаете, будет формировать ауру пространства, в котором вы находитесь. А это, в свою очередь, будет влиять на людей, которых вы способны привлечь, или на состояние дел. Узкий фарватер будет сопровождать вас на протяжении года, и это означает, что его нужно сначала увидеть, чтобы не упустить. Не все вещи будут однозначными, и предполагается, что для выполнения вашей миссии, исполнения мечты, вам необходим свежий взгляд на то, что привычно, устоявшееся. И тогда 2025 год, наконец, принесет вам много удовольствий и весьма важных достижений. Нептун, который перейдет в знак Овен 31 марта, ослабит транзит оппозиции к вашему Солнцу, который в течение нескольких лет создавал путаницу, сомнения или сложные взаимоотношения в вашей жизни. И это означает, что теперь вы можете начать новую главу своей жизни без каких-либо замедлений и заминок. Сатурн будет оставаться в рыбах большую часть года, с краткими пребываниями в Овне в летний период. И если вы имеете некоторый вопрос, который вы не смогли решить или преодолеть в прошлом году,
то в 2025 году вы прочувствуете ослабление некоторого гнета проблемой или ослабление требований в одном из ваших важных состояний дел вашей жизни. Когда Юпитер в июне перейдет в знак Рак, а осенью окажется в идеальном тригоне с Сатурном, многие усилия окупятся. Позитивный транзит, который будет способствовать хорошим возможностям и защитит весь ваш выбор, как и профессиональный, так и сферу чувств и любви. Любовь и отношения. Ваша личная жизнь будет по-настоящему насыщена благодаря транзиту Марса в знаке Рак с самого начала года и до апреля. Марс – символ активности, силы воли, жизненной энергии. Это Эрос. Для женщины – мужчину, который ее привлекает. И при таком расположении планеты, при поддержке Марса, вся первая половина 2025 года обещает быть насыщенной на чувства или в поиске страстного партнера. Но Марс находится в знаке зодиака Рак, и это означает новые грани чувственности, романтика и, несомненно, внешность. Уникальные эмоции, которые вы можете испытать в этот период, будут удерживать вас в отношениях, открывая перед вами новые подходящие условия для сохранения той стороны близости, которая прежде вами вообще не ощущалась. Знак Рака также представляет прошлое, поэтому для кого-то из вас этот транзит может предложить вам возрождение отношений с человеком из прошлого. И в этом случае вам придется решать, открывать ли эту дверь заново или закрыть ее навсегда. Апрель может стать решающим месяцем в ваших определениях по поводу структуры отношений. Венера в январе находится в Рыбах, а в апреле вновь возвращается в Рыбы в соединении с Сатурном. И если у вас шаткие отношения или отношения, которые никак не складываются в единый красивый узор, события заставят вас решить, продолжать ли развивать эти отношения, оставаться ли с этим партнером или позволить идти каждому своей судьбой. Но в то же время, если у отношений есть любовь и желание действовать, апрель может стать месяцем важных поворотных моментов. Лунные узлы в Деве и в Рыбах будут способствовать и ускорять перемены. Некоторые отношения окончательно завершатся, другие возродятся к новой жизни. В июне, когда Юпитер перейдет в знак зодиака Рак, перспективы пары станут более определенными. Дом, семья, надежность, официальные отношения или просто этап большего спокойствия и безмятежности. Такие энергии будут оказывать на вас влияние в этот период. И если это то, что вы действительно ищете, то июнь раскроет новую структуру отношений или палитру чувств. Август месяц в связи с транзитом Урана может принести неожиданные события или испортить некоторые ваши планы, но тем самым окунуть в знакомство с интересным человеком. Но в то же время могут быть и знакомства с непредсказуемыми людьми. Этот аспект может перевернуть или заставить вас переоценить многие ваши табу, шаблоны, в которых вы прежде были абсолютно уверены. Дела, работа и бизнес. Профессиональная сфера – это год очевидных результатов, 2025 год. И если первая половина года может сопровождаться некоторой неопределенностью, особенно в части дел официальных или документальных, то во второй половине 2025 года ветер станет попутным. Юпитер в Раке обещает позитивные изменения и драгоценные возможности. Если вы занимаетесь личным делом, творчеством, имеете свой бизнес или задумались о монетизации своего ремесла, творчества, у вас будет возможность перезапустить свою профессию, оживить объемы бизнеса за счет расширения контактов и отношений. Весьма позитивные энергии второй половины 2025 года. С сентября по декабрь Юпитер и Сатурн объединяют свои силы и благоприятствуют вашим амбициозным планам. Для многих из вас это период укрепления собственных позиций, статуса или получения заманчивого предложения. И для того, чтобы ваша самореализация состоялась при любой погоде, обратите внимание на период июля.
когда Уран будет в Близнецах. Может быть турбулентный период, связанный с организационными или рабочими вопросами, которые вы можете оценить как неудача или завершение. И в этом котле событий будет достаточно непросто разобраться или расставить все по местам. Но именно подобный круговорот в конечном итоге заставит вас определиться, к примеру, сменить работу, если вы ей не удовлетворены. Или когда вы окончательно поймете, что способны на большее, а сегодняшние рамки создают для вас слишком узкое пространство для чего-то более грандиозного. Будьте счастливы, мои дорогие девы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Весы. Планетарный гороскоп на 2025 год. Ваше звездное расписание, дорогие Весы, в 2025 году будет весьма нескучным. Поэтому, на всякий случай, пристегните ремни. Картина реальности 2025 года будет наполнена разными эмоциями, иногда с элементом непредсказуемости. Многие планеты меняют знаки в этом году, и некоторые из них будут в сложном аспекте с вашим Солнцем. Юпитер, планета удачи, будет вашим союзником до июня, а затем перейдет в Рак. Нептун в конце марта переходит в Овен, знак, в который войдет еще и Сатурн до августа, а Уран впервые появится в Близнецах начало июня и по начало ноября. Юпитер – планета бонусов, помощи, удачи, но это еще и вместе с Сатурном две планеты, отвечающие за статус, порядок и систему. Уран – планета инновационных перемен, которые приходят чаще к нам неожиданно. Все эти транзиты свидетельствуют о том, что будут разные ситуации, которые потребуют от вас как и адаптации, так и новой организации жизни. Вы можете столкнуться с неожиданными событиями, поэтому этот временной отрезок жизни потребует от вас терпения, предусмотрительности и дополнительной осторожности. Однако все эти препятствия вам помогут преодолеть три важных планеты: Плутон в Водолее, Уран в Близнецах и Венера, которая имеет длительную паузу в Овне. Плутон в Водолее – это ваша точка опоры. Это тот базис или основание, на который вы сможете спроектировать новую модель счастья. Уран в Близнецах будет вдохновлять вас на новые планы, творчество и самореализацию, а Венера с февраля по июнь, ваша планета-управитель, сделает акцент на вашей личной жизни и потребностях пары. И если что-то не складывается в вопросах отношений, то вы это заметите уже в феврале. Это может стать добрым стартом или отправной точкой для прояснения и здоровой основы ваших отношений. Любовь и отношения. Если вы находитесь в паре, положительный транзит Юпитера до июня будет идеальным для нового вдохновения и укрепления вашего союза, а также для решения мелких проблем, житейских или бытовых неурядиц. Прохождение Марса через знак Рак может вызвать нервозность по семейным обстоятельствам или сложить такую реальность, когда вы будете больше времени уделять работе, оставляя малое количество времени для своих близких. Для тех из вас, кто в сольном варианте, этот транзит может обнажить сожаления, связанные с прошлой историей. Вы можете сожалеть о своих некоторых порывистых действиях на фоне эмоций или каких-то решений в предыдущий именно период, или сравнивать историю сегодняшнего дня с прежним периодом жизни, когда вы ощущали больше защищенности. Венера – ваша планета-управитель, с февраля будет в знаке зодиака Овен. Этот транзит попросит вас осознать свои потребности, свои ценности и четко выражать их. Не должно быть двусмысленностей ни с самим собой, ни с близким человеком. Помните, то, о чем мы предпочли умолчать, со временем возвращается к нам в виде неожиданного сюрприза. Если в ваших отношениях есть неудовлетворенность, то вряд ли вам захочется делать хорошую мину при плохой игре. Но, по-видимому, рано или поздно в нашей жизни наступает тот момент,
когда мы должны что-то прояснить, чтобы выровнять или изменить ситуацию. Таким образом, некоторая облачность на звездном небе постепенно проясняется, и с середины апреля вы будете точно знать, к чему же вы стремитесь. И то, что ни за какие сокровища мира вы не станете продолжать. И это дорогого стоит. Май – время доброй адаптации и выздоровления. В этот период вы можете обновить свою личную жизнь. А если вы готовы к новым отношениям, они могут появиться в этот период. Однако с новыми знакомыми сохраняйте ясность ума. К концу марта Нептун проходит мимо Овна. И это несколько коварный транзит, поскольку Нептун – это никакой конкретики, это размытость границ, много эмоций. И это порождает идеализацию образа, который мы сами можем дорисовать новому человеку. Или под иллюзорным воздействием Нептуна люди будут казаться вовсе не такими, какими они есть на самом деле. И мы часто не принимаем во внимание подсказки деталей, которые в конечном итоге оказываются важными. Будьте внимательны. Дела, работа, бизнес. Ваша целеустремленность в 2025 году никогда не подведет. Но ваша энергия может немного колебаться, особенно в начале года. Все меняется в апреле, когда вы сможете уже оставить позади утомительный период и с новыми силами и энергией возобновить свои честолюбивые планы. Если вы принадлежите к первой декаде знака, транзит Нептуна в Овне может несколько видоизменить ваши потребности и ваши желания. Причем настолько, когда это невозможно оставить без внимания. Когда в конце мая Сатурн перейдет в знак Овен, и если реальность оказалась для вас слишком тесна или утомительна, могут проявиться первые признаки неудовлетворенности происходящим. Это может спровоцировать некоторую растерянность, неуверенность, трудности с пониманием или осознанием того, чего вы, как вам казалось, хотели и чего же вы на самом деле хотите теперь. Возможно, вам придется вносить некоторую коррекцию в свои намерения и цели, но в конечном итоге вы сможете с большей компетентностью управлять любыми изменениями в вашем направлении. Уран и Плутон на вашей стороне, поэтому поддержат вас в новых решениях и не позволят упустить из виду важное направление. Меркурий, планета общения, будет создавать благоприятную энергию благодаря гармоничному положению к вашему знаку зодиака в течение большей части года. Все ретроградности Меркурия пройдут в огненных знаках в 2025 году. И это указывает на то, что год в целом будет благоприятствовать сотрудничеству, установлению новых контактов, бизнесу и переговорам. Летний и осенний периоды будут для вас особенно продуктивны. Однако придется быть осторожным в период с 4 марта по 10 мая. Меркурий может поставить перед фактом некоторые события или оплошности, а договариваться в этот период будет сложнее. Некоторые решения, которые вам придется принимать, могут требовать от вас больших энергий или душевных сил. Поэтому усталость побеждает хороший отдых, помните, а грустные мысли развеет недалекое путешествие или переключение внимания на вещи вас вдохновляющие. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Скорпион. Планетарный прогноз на 2025 год. Мои дорогие скорпионы, вас ждет много добрых энергий в 2025 году, благодаря выигрышному сочетанию транзитов. Большая энергия, целеустремленность и сила воли, способность достигать поставленных целей и плюс немного удачи. И вас ждет год позитивный во многих направлениях. Сатурн в состоянии доброй поддержки в знаке Рак, а до апреля Марс в знаке Рак вам также придаст жизненной силы и уверенности. Юпитер также пройдет через знак Рак, и на вашей стороне будет больше удачи. В 2025 году вы, наконец, сможете наслаждаться жизнью, чего вы, возможно, не делали очень давно.
В целом, добрые энергии 2025 года заряжают вас и оптимизмом, и придают больше бодрости. Однако лучший период для работы и для личной жизни – это осень, когда наступит тригон между Юпитером и Сатурном. Всяческий положительный транзит, который может открыть новые возможности или придаст больше стабильности вашей жизни. Это хорошее небо для использования этого периода в амбициозных достижениях, в работе, поскольку одновременно включаются две важные составляющие по Юпитеру и по Сатурну – расширение и прибыль или квантовый скачок в карьере, в творчестве, вашей популярности. Пожалуй, те из вас, кто родился в первую декаду знака, могут испытывать чувство внутреннего беспокойства, которое будет связано с транзитом Плутона в Водолее. Но вы сумеете сделать этот год максимально прибыльным. Для этого вам понадобится быть честным с самим собой, возможно, столкнувшись даже с собственной тенью. Любовь и отношения в 2025 году. До середины апреля Марс будет находиться в положительном аспекте энергии. Для вас это означает, что вы можете испытать сильные, страстные эмоции и одновременно душевно теплые эмоции. Вспомните романтики, об эротической страсти, о флирте или амурных завоеваниях. Подобные энергии способны оживить даже несколько увядшие отношения в долгих союзах. Итак, вас ждет волшебное начало года для личной жизни, для страсти, способной открыть эротику, как незабываемый полет души и тела. Наполнить романтикой ту часть себя, которая порядком истосковалась по нежности и благополучию. Чувственность и ласковые эмоции согреют душу и убедительно укрепят союзы. Для некоторых из вас переход Марса в Рак, в ретроградность, который завершится 24 февраля, также может символизировать возможность возобновления прерванных отношений. В апреле Венера присоединится к Сатурну, астрологический переход, который укрепляет ваши отношения. Если, к примеру, вы сомневались в отношении любимого человека, вы, наконец, сможете прояснить свои чувства и сделать дальновидный выбор. Осенью, когда Юпитер и Сатурн будут в тригоне, для вас будет весомая поддержка решить вопросы по недвижимости или определиться с чем-либо с практической точки зрения. Для кого-то из вас это важное время для принятия решений о создании семьи или переезда. И если в этот период вы оформите что-либо официально, то последние 4 месяца до конца 2025 года будут идеальными для таких целей. Дела, работа, бизнес. 2025 год – восхитительный год для самореализации, мои дорогие скорпионы. Если вы долго вынашивали идею или примеряли разные способы осуществления того или иного проекта, то 2025 год поможет раскрыть ваш потенциал и таланты по максимуму. Возможности роста и материальный эквивалент будут превосходными. Кому-то из вас, кто имеет личное дело или бизнес, удастся заработать крупную сумму, возможно, для покупки недвижимости или основную часть необходимой суммы. Юпитер в Раке, ваш незримый помощник и покровитель, будут всячески способствовать для исполнения ваших намерений по поводу дома, семьи, улучшения самого качества жизни. Для тех, кто мечтал о переезде куда-то далеко, и вы долго пытались реализовать это намерение, которое прежде пробуксовывало по тем или иным причинам, вы найдете подходящие условия, возможности, чтобы отправиться в место своей мечты. Тригон Юпитера и Сатурна для вас поможет совершить важные соглашения, оформить и решить разные бюрократические и юридические сложности, которые прежде казались невозможными. На самом деле 2025 год может стать для вас решающим годом. Все эти возможности нужно использовать внимательно и дальновидно. А это предусматривает, что жить одним днем было бы неправильно. Думать не только о настоящем, но и не упускать из виду вопросы перспективы, спрашивая себя, будет ли это актуально через полгода, а через год, а через 5 лет.
и чтобы сделать для себя что-то доброе и не растратить время и силы впустую. С июля по август может сложиться период, когда вы сможете столкнуться с трудностями в общении или недоразумениями. Этот период возможен за счет нахождения Меркурия в знаке зодиака Лев. И для вас это время, когда потребуется несколько отшлифовать свою дипломатию, поскольку многие вопросы будут зависеть от того, как вы сумеете договориться или провзаимодействовать с другими. Помните, мои дорогие скорпионы, что ваша сила в вашей улыбке. Я часто говорю в своих видео. Стоит скорпиону искренне заглянуть человеку в глаза и при этом также искренне улыбнуться. И человек уже готов на сотрудничество с вами. И даже для тех, кто себя еще не знает как должно, попробуйте, и вы убедитесь, что это на самом деле работает. И, возможно, эта маленькая подсказка вам поможет решить какие-то сложные вопросы. Будьте счастливы, мои дорогие скорпионы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Стрелец. Планетарный гороскоп на 2025 год. Юпитер до июня месяца и Сатурн в начале года требуют внимания к вопросам экономической сферы или делам семейным. На самом деле некоторые пути или жизненные ситуации уже попросту вам могут больше не подходить, а возвращение к прежней жизни может оказаться либо трудным, или неинтересным, или просто невозможным. Вот некоторая конфигурация между прошлым и будущим, она должна вами быть оценена как-то по-другому, по-новому. 2025 год будет формировать для вас некоторые размышления на тему, что для вас действительно сейчас важно. Это происходит потому, что часть ситуаций 2024 года перешли в 2025. Однако летом Сатурн даст вам возможность гораздо легче разрешить многие сложные вопросы или решить некоторые проблемы. Транзиты и затмения 2025 года не оставляют выбора, как идти вперед. По этой причине они разберут до деталей вашу прежнюю жизнь, чтобы вы окончательно освободились от того, о чем нет смысла даже думать, не то что продолжать. В марте лунное затмение в Деве будет давать вам подсказки того, что нужно оставить позади. Для многих из вас это затронет вопросы работы, а для других – отношения. Многие из ваших решений будут зависеть от ситуаций, в которых вы окажетесь. Плутон будет всячески поддерживать вас, мои дорогие стрельцы, укрепляя вашу личную силу. С протекцией Плутона вам не придется разочаровываться из-за неожиданных событий, а также каждое изменение будет благоприятным для вашего счастья и амбициозных планов. Любовь и отношения. В ваших близких отношениях, будь то семья, друзья или близкие, предвидятся изменения. В большинстве случаев речь пойдет о поиске решения тех проблем, которые создавали для вас неудобства или дисбаланс. Неудовлетворительные отношения, двойственные отношения, неудобное сотрудничество на работе или проблемы, связанные с жильем или с кем-то из членов семьи. И эти транзиты не подразумевают легкие соглашения или когда ваше решение будет всеми встречено с душевным теплом или в энергиях взаимопонимания, но таковы транзиты, расставляющие все по правильным местам. Все, что касается основных направлений жизни, пришло время ясности. Юпитер в Близнецах и Сатурн в Рыбах приведут вас к поиску нового баланса, новых форм, чтобы повернуть колесо вашей судьбы в сторону счастья. Иногда придется пойти на значительные пересмотры, даже завершив отношения, которые не имеют реальной ценности для вашего эмоционального развития или счастья. И это для того, чтобы в других случаях вместе с партнером пойти в одном направлении, чувствуя друг друга без слов, считывая смысл по дыханию. Отпустите устаревшие отношения. Отпустите ту историю, которая не приносит для вас ни вдохновения, ни радости. И боритесь за те отношения, которые много для вас значат. С февраля по июнь Венера будет защищать ваш выбор.
Если вы один или одна, у вас может состояться встреча, которая подарит вам наслаждение эмоциями, будь то простой флирт, полезный для преодоления разочарований в любви, или отношения, имеющие душевный потенциал к продолжению. На этом этапе вы можете вновь окунуться в эмоции, вернуться к сильному чувству, душевному комфорту, и это будет для вас настоящей панацеей для вашего благополучия и счастья. Дела, работа, бизнес. Пришло время в 2025 году выяснить, какие обстоятельства влияют на ваше спокойствие и гасят ваши надежды. На работе, если вы вынуждены выполнять рутинную роль или никак не способствуют ваши взаимоотношения ни вашему энтузиазму, ни вдохновению, вы можете прочувствовать, что имею желание сделать что-то другое или хочу изменить состояние дел. В июле транзит Урана в Близнецах высветит скрытую неудовлетворенность и одновременно обозначит для вас потребность в свободе и независимости. Вам придется быть осторожным, чтобы не принимать поспешных решений и импульсивных действий, прежде чем вы сумеете определиться, какие изменения могут быть действительно вам полезными, или как изменить динамику работы, которая вас ограничивает. Момент импульса и нетерпения категорически запрещен. Однако у вас будет фундаментально надежный союзник – это ваша интуиция. С ее помощью вы сумеете увидеть скрытое, просчитать на пару шагов вперед будущее и даже слышать, как растет трава. Будьте внимательны к подсказке вашего шестого чувства. И если вы прежде никогда не пользовались или даже не верили, что есть интуиция, ставили под сомнение, то здесь вы не единожды убедитесь или скажете себе: а ведь и правда, я где-то об этом думал, или я это предчувствовал. В конце марта Нептун выйдет из знака Рыбы и перейдет в Овен, что означает до октября месяца меньше путаницы, меньше сомнений, меньше неуверенности. Периоды, особо благоприятные для решения вопросов работы, учебы, договоренностей и согласований – это с 4 марта по 30 марта, с 27 апреля по 10 мая и 2 месяца – июль и август. В эти временные промежутки вы сможете осуществить качественно новый прыжок в будущее, разобраться не только со сложными темами и задачами, но и эмоциональный фон будет у вас в оптимистической тональности, мои дорогие стрельцы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Козерог. Планетарный гороскоп на 2025 год. Масштабные цели и проекты, начало личного дела или первые шаги в бизнесе, самореализация, карьера – это все ваши приоритеты из тех, в чем ваши лучшие качества раскроются в полной мере в 2025 году. Благодаря Сатурну, который будет вам весомой поддержкой до мая месяца, а впоследствии, в сентябре, вы сможете грамотно направить энергию для достижения инициатив, которые наиболее откликаются в вашем сердце. Вам удастся укрепить свое положение, добиться большей стабильности, изменить некоторые ситуации, причем явно в лучшую сторону. Однако отношения с людьми не всегда могут складываться гладко. Для кого-то из вас это может выражаться некоторым непониманием со стороны партнера по личной жизни. Может быть обусловлено бытовыми ситуациями или даже ревностью. Но находить общий язык будет важно, поэтому придется различать, когда уместно настаивать на своей позиции, а когда лучше от нее отказаться. В феврале за счет транзита Венеры в знак Овен могут столкнуться вопросы карьеры и вашей занятости и семьи, и угодить всем будет непросто. Однако все вопросы следует решать по мере поступления и не откладывать их в то же время на потом, в надежде, что как-то само разберется. Поскольку летом в знаке Овен окажутся и Сатурн, и Нептун, и запутанные или невыясненные ситуации, они могут вызвать сомнения, осложнения или еще больше запутать какие-то обстоятельства жизни. И это касается как и личной сферы, финансовых вопросов,
или дел домашних в целом. Храните спокойствие, полноценно отдыхайте, чтобы восстанавливать силы. И эмоциональный баланс восстанавливать вовремя для вас будет немаловажно. Дайте себе здоровье, мои дорогие козероги, необходимые минуты отдыха. Любовь и отношения. На вашей стороне Уран в Тельце и Сатурн в Рыбах. Они будут гарантировать стабильность, способность к обновлению и какие-то добрые вести. Но Марс до апреля в оппозиции и Венера в Овне с февраля по июнь могут спровоцировать как раз ревность или некоторые разочарования. Однако Венера в период своей ретроградности может способствовать возвращению прежнего увлечения или встречи с человеком, с которым вы будете близки душой и эмоционально. Для тех, кто находится в паре, могут быть важные разговоры о переезде, о переводе ваших отношений в разряд нового статуса и бракосочетания. Юпитер, вселяющая удачу и оптимизм, планета войдет в знак Рак в июне, транзит, который будет оказывать существенное влияние на вопросы семьи и официального статуса отношений, а также будет способствовать смене дома и переезда. Для многих из вас, мои дорогие козероги, 2025 год может стать годом исполнения желаний в личной жизни и вашим расцветом. А для тех, кто один или одна, не пропустите возможность начала партнерских отношений с весьма милым и приятным человеком, с которым вы прочувствуете: моя душа отдыхает. Дела, работа, бизнес. Несомненно, 2025 год может стать важным фундаментом для закрепления ваших профессиональных позиций, для решения тех ситуаций, в которых вам приходилось уживаться или завоевывать важные позиции с авторитетом. Поэтому первые полгода благоприятны для внесения некоторых корректив, доработки, планирования, тщательной проверки и изучения. Допускайте тот факт, что вы можете в чем-то ошибаться. Это реально поможет вам избежать стресса. В марте, когда Меркурий будет в знаке Овен, придется обратить внимание на взаимодействие с людьми. Поспешность выводов может создать путаницу или искажать реальную ситуацию. Помните, когда в целом присутствует взаимопонимание в любых отношениях, многие спорные вопросы решаются и быстрее, и без обид. Нептун в конце марта также будет находиться в знаке Овен, а затем и Сатурн в конце мая. Все эти транзиты подводят вас к определенному итогу и готовят перемены в вашей жизни, когда вы сами отчетливо увидите необходимость некоторых сокращений, закрытия старых дорог, прежних интересов. Особенно прочувствовать могут это те, кто родился в декабре. Некоторые ситуации будут требовать терпения, ведь прежде чем действовать, нужно будет понять изнутри вопрос или какая есть проблема на самом деле, а уже потом изменить ее снаружи. Чтобы лучше справляться с сомнениями, неуверенностью, позволяйте себе полноценный отдых, мои дорогие козероги. Научитесь баловать себя, будьте милосерднее к самим себе, будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Водолей. Планетарный гороскоп на 2025 год. Для вас, мои дорогие водолеи, этот год может стать восхитительным квантовым скачком. Вы сможете изменить себя, свое качество жизни. Мечты сбываются. Поддерживать вас будут сразу несколько транзитов. Плутон в Водолее в вашем знаке, Нептун и Сатурн в Овне с конца мая и до конца августа, а также Уран, ваша путеводная звезда. В июле Уран перейдет из знака Телец в Близнецы, где пробудет до ноября, а затем сделает небольшой реверанс назад, чтобы окончательно вернуться в апреле 2026 года. Для вас это отличная новость, с учетом того, что в последние годы Уран находился в Тельце, создавая вам неожиданные события и ситуации, которые могли быть связаны с вопросами дома, недвижимости или с вашей семьей. Юпитер, планета удачи и изобилия, до июня будет в Близнецах, создавая для вас более благоприятный фон.
Ну и после июня Юпитер покровительствует вам в вопросах финансовых решений. В период с февраля по июнь планета Венера помогает вам найти новую любовь или решить многие вопросы семьи со взаимными договоренностями или с вашим партнером. В течение года вас будут сопровождать транзиты Меркурия по огненным знакам, которые раскроют для вас наиболее точное определение по вопросам стратегии и тактики. А для тех, кто родился в первую декаду знака, в летний период, за счет соединения Нептуна и Сатурна в Овне может появиться особенная возможность за счет какой-то респектабельной поддержки или встречи с человеком, который обладает большими возможностями. Любовь и отношения. В феврале Венера, планета, отвечающая за любовь и отношения, начинает кольцо покоя в Овне. Транзит обещает сильные эмоции, пламенную страсть, любовь с первого взгляда и хорошее настроение. Транзит Венеры станет настоящим вдохновением и раскрытием новых граней чувственности, даже для пожилых пар. Поэтому рутина и хандра под запретом. Приветствуйте бодрость и импровизацию. Если вы в сольном варианте, если вы один или одна, ожидайте чего-то нового. Именно порывы вашей души и сердца будут особо вознаграждены в 2025 году. В конце марта Нептун становится вашим спутником. Он пробудет в Овне до октября 2025 года, и Нептун символизирует интуицию, творчество, чуткость в отношениях с окружающими. 2025 год обещает много возможностей построить более полноценные отношения. Разрешите себе чувства, позвольте себе быть счастливыми, мои дорогие водолеи, и у вас все получится. Дела, работа, бизнес. Профессиональная палитра в 2025 году приносит ощутимые результаты, и первая половина года пройдет при поддержке Юпитера в знаке Близнецы, а также Венера с февраля по июнь будет сопровождать вас не только в вопросах любви, но и благополучием в финансовых делах. Поэтому первая половина года, несмотря на Уран в Тельце, может порадовать вас приятными сюрпризами. Для тех, кто имеет личное дело или бизнес, Венера и Юпитер порадуют новыми объемами бизнеса или оживят слегка устаревшие направления, а также могут вдохновить новыми интересными предложениями в плане карьеры или большей зарплаты тех, кто работает по найму, или создаст возможность заключить более выгодный контракт, открыть дополнительные источники дохода, рассмотреть разные сферы деятельности, где вы сможете максимально проявить свои таланты или раскрыть творческий потенциал. Еще один важный период с конца мая и до конца августа, когда Сатурн и Нептун объединят свои усилия, прокладывая новый путь к альтернативным возможностям, именно альтернативным, инновационным. Это может быть совсем не то, чего вы ожидали, или не то, к чему вы где-то привыкли. И поначалу мы можем испытывать некоторое разочарование, если по каким-то причинам это предложение не вписывается в ваш прежний проект. И здесь, внимание, мои дорогие водолеи, не торопитесь выносить вердикты, поскольку то, что приготовили для вас звезды, может стать для вас чем-то особенным, а конечный результат будет более чем положительным. Поэтому рассмотрите все варианты, рассмотрите все то, что приходит на ваш порог, рассмотрите любую перспективу, которую дарует вам судьба. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Представители знака зодиака Рыбы. Планетарный гороскоп на 2025 год. Должна сказать сразу, ваш выход на авансцену, мои дорогие рыбы, с первых месяцев 2025 года. Марс и Сатурн с первых дней дают вам жизненную силу, энергию, постоянство и упорство. Вы сможете достичь сразу нескольких целей, если проявите приверженность и решимость. И Юпитер, который на начало года находится в Близнецах, это лишь небольшой диссонанс
учитывая, что в июне Юпитер переместится в знак зодиака Рак, тем самым открывая для вас качественно иное состояние души, спокойствие, благополучие, радость, возможности, приятные бонусы. Поэтому, если что-то пробуксовывает до июня, да и ладно, вооружитесь энтузиазмом и оптимизмом, поскольку 2025 год обещает для вас по-настоящему добрые события, приятные моменты и лучшие возможности, как и в личной жизни, так и в ваших амбициозных планах. Транзит Юпитера в Раке будет весомой, невидимой, но могущественной силой и тем периодом жизни с июня месяца, когда вы сможете в полной мере использовать свои навыки и достичь важной цели в профессии. Те, кто родился в первую декаду знака, могут испытать за счет Урана в Близнецах некоторые непредсказуемые события, новости, которые на время только лишь могут привести в состояние стопора, именно из-за момента внезапности, из-за неожиданностей. Скорее, это могут быть темы домашние или семейные, когда придется принимать решения с глазу на глаз или провести разговоры тет-а-тет. Некоторые решения или выводы могут быть даже где-то с неприятной ноткой ощущений и могут удивлять, и тем не менее, однозначное решение они предполагаются. Любовь и отношения. В 2025 году вы сможете направить вашу личную жизнь как раз в том направлении, в котором захотите. Марс до апреля в знаке Рак обещает пламенное небо и любви, и страсти. Для тех, кто в сольном варианте, один или одна, и окончательно решил завершить путь отшельника, будьте внимательны. С первых месяцев года звезды готовы вам подарить новое знакомство. Для тех, чьи отношения только начинают развиваться, Венера и Сатурн будут всячески способствовать вашему союзу. Август – значимый месяц для любви. Юпитер и Венера соединяются в знаке зодиака Рак, открывая для вас новые возможности продолжения отношений, смены статуса или примирения, для кого это актуально, а также создавая условия для волшебной встречи как таковой. Что отличает энергии сентиментальной панорамы 2025 года для вас? Выбор пойдет на людей, которые наиболее соответствуют вашим ценностям, с вами разделяют направления, важные для вас, а также человек способен вдохновить вас на лучшую версию самого себя. Вы не захотите двойственных стандартов, завуалированных недоговоренностей, не примете ни больше, ни меньше, чем вы того заслуживаете, чтобы быть по-настоящему счастливыми. И все это происходит благодаря холодной планете Сатурн в вашем знаке. Сатурн давно находится в вашем знаке, с ноября 2023 года. В 2025 году пробудет в вашем знаке по май месяц, затем перейдет ненадолго до сентября в знак Овен, после чего вновь вернется в ваш знак Рыбы, вплоть до окончательного перехода в Овен, когда это состоится в феврале 2026 года. Сатурн – это школа жизни, это наш опыт, это важные вехи и статус. И перед тем, как окончательно покинуть ваш знак, Сатурн поможет вам максимально упорядочить свою жизнь, наполнит вас внутренним осознанием самого себя, придаст много мудрости, способности отстраняться. Это очень полезное качество, позволяющее видеть людей насквозь, а ситуации такими, какие они есть, не увлекаясь фантазией. Сатурн делает вас сильными, мои дорогие рыбы и рыбки. Терпение и размышления вам понадобятся с учетом транзита Урана в Близнецах, который предвещает неожиданности и некоторые диссонансы. Это может касаться импульсивного выбора в любви или каких-то мелких бытовых семейных вопросов. Дела, работа, бизнес. С марта 2023 года Сатурн находится в вашем знаке зодиака. И, скорее всего, в вашей жизни уже произошли, может быть, совсем неоднозначные перемены, или, может быть, даже это было связано с некоторыми метаморфозами, когда вы меняли свои планы или пытались
но условно ощутить или найти свое правильное направление. И в конечном итоге вот эти значимые события в жизни или то, что вы пережили с 23 года, это изменило вас самих. Даже если вам казалось, что все эти годы это был тяжелый подъем в гору, то все же в гору, а не с горы вниз. Есть прогресс какой-то, или вы стали более сильной личностью, или приобрели какие-то знания, навыки, или раскрыли для себя какие-то новые горизонты. И вот теперь, возможно, если за эти годы вы вынуждены были принимать рациональные, правильные решения, но пусть в черно-белых тонах, пусть не всегда вам это доставляло радость, но именно вот это хладнокровие при принятии решений позволяло исключить ненужную трату времени или не вляпаться в какую-то авантюру. Так вот, теперь вам вот эти энергии будут, мои дорогие представители знака зодиака Рыбы, помогать еще очень длительный промежуток времени, если вы хотите достичь важной цели. И ваш выбор – продолжать оставаться в тех же энергиях, которые вы сумели в себе изучить, открыть или развить. И в 2025 году, последнем году, когда планета Сатурн находится в знаке зодиака Рыбы, в вашем знаке, и всячески благоприятствует своим подопечным, вы сможете благодаря необыкновенному упорству максимально продвинуть свои планы, приблизиться к своей цели и доказать даже миру свою значимость или притворить вашу миссию в жизнь. Помогать вам будет Марс, символ жизненной энергии и силы, и он будет в Раке до апреля месяца. А также Юпитер, который, начиная с июня, тоже переместится в знак зодиака Рак. И это транзиты, которые расширяют диапазоны вашей деятельности и самореализации. Осенью Юпитер вместе с Сатурном помогут вам завоевать то, чего вы так долго ждали, и то, что будет длиться долго. Поэтому смотрите в будущее с оптимизмом и уверенностью. Многие ситуации улучшатся, а для некоторых проектов, на которые, возможно, вы потеряли надежду, 2025 год подарит вам позитивные поворотные перемены. И невозможное возможно. Не отказывайтесь от мечты только лишь потому, что вы не видите свой последующий шаг. Сохрани мечту в душе, и пусть она станет твоим жизненным проводником. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.